Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Очередное чудовищное преступление, жертвой которого стал ребенок, погибший от надругавшихся над ним педофилов, вновь всколыхнуло общество. Люди, переставшие верить в справедливость наказания от государства, потребовали выдать им извращенцев на самосуд. И полиция еле удержала толпу от расправы. А ведь и этой трагедии, и многих-многих других можно было бы избежать. Еще 10 лет назад в России мог появиться соответствующий закон, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов. Толпа из нескольких сотен человек, собравшаяся в ночь на 5 января возле серого здания старой общаги, на улице Волжской, 16 в Костроме, буквально на взводе. Вы стоите и врете. А где они? Где? Скажи, где? В общественном месте без мата, пожалуйста. А следствие-то кто проводит? Вот-вот, и сметет она волной нескольких полицейских, держащих оборону у двери в подъезд, за которой в одной из комнат общежития в этот момент идут следственные действия. Там два существа, пьяные и напуганные донельзя. Их задержали, когда они, скурив по 2 пачки сигарет, решали, куда спрятать не остывший еще труп 5-летней Вероники, девчушки, похищенной за несколько часов до этого. Ее исполосовали ножом, а потом засунули тельце в огромную спортивную сумку. Ребенка похитили нагло, на глазах у десятков людей, и никто не помешал. Все случилось около 4 часов дня во вторник, 4 января. Мама Вероники привела дочь к себе на работу, в культурный центр на улице Северной Правды, где она трудится уборщицей. Через некоторое время девочке, конечно, надоело сидеть в помещении, и она стала капризничать, проситься на улицу, поиграть на свежем воздухе, плюс там же новогодняя елка. Женщина согласилась. В это время в Костроме светло, да и людей на улице на том месте всегда много. И выпустила ее наружу. Думала на несколько минут. Но когда вышла, чтобы идти домой, Вероники не оказалось. Она звала, крутилась, обежала все закоулки и подворотни вокруг, спрашивала у людей. И ничего. Позвонила в полицию. Правоохранители, надо отдать должное, отреагировали моментально. Вскоре у сотрудников отделов дежурной части, патрулей и поисковиков появилась ориентировка. Разыскивается девочка 5 лет. Рост 118 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые. Была одета в розово-синюю куртку, темно-синие штаны, розовые ботинки и розовую вязаную шапку с помпоном. Через некоторое время стали формироваться отряды добровольцев для поисков ребенка. Им предстояло почти до полуночи, сменяя друг друга, чтобы погреться и перекусить, рыскать по округе, заглядывая в подвалы, на чердаки, под заборы и деревья. Вчера тоже принимали участие в поиске. Для всего города трагедия. Маленькая девочка, ничего не видно. Мы из поисково-спасательного отряда искали, просто тоже нашли одни из первых. Мама девочки опоздала, как выяснилось, действительно буквально на несколько минут и не могла увидеть, как к ее крохе подскочили 2 мужиков. Первый повыше, в дубленке и очках, второй в пуховике. Схватили прямо при всех, кто был вокруг, на руки и рванули. Гой следовал чуть позади. Их видели прохожие, водители, очищавшие снег с припаркованных автомобилей, жильцы окрестных домов, решившие выбраться к вечеру на улицу из-за праздничных столов. Девочка кричала, тянулась к прохожим, молила о спасении. И никто,
Никто не поинтересовался, почему два взрослых дядьки, явно нетрезвых, одетых невесть во что, тащат испуганную малышку в ее ярком розово-синем наряде. По словам нашего источника, позже некоторые все-таки вспомнили, что да, они заметили странных людей, бежавших с девочкой, и даже вспомнили, как те выглядели, и дали описание, пусть и приблизительное. От ДК на Северной Правды 34 до общаги на Волжской 16 буквально 3 минуты ходьбы неспешным шагом. Здания находятся практически друг напротив друга, по прямой, через дорогу. Нужно только пройти метров 30 влево от светофора, пересечь проезжую часть, а потом вернуться ровно настолько же в обратную сторону, по другой стороне улицы. И вот она, общага. Похищение произошло ориентировочно в 16:03. Камеры, установленные в общаге, засекли их прибытие уже в 5:45, то есть спустя час с лишним. По данным нашего источника, похитители сделали большой крюк и некоторое время отсиживались в подворотнях и возле гаражей. Есть там такие местечки, глухие, окруженные частным сектором, потому что изначально девочка, сильно испугавшись, молчала в шоке, а потом стала вырываться, плакать и кричать. Тем не менее, в общежитии позже сотрудница расскажет, что мужчины отворачивались от объективов систем наблюдения, прижимая девочку к стене. Тоже никто не отреагировал на появление парочки сомнительных жильцов, поселившихся там буквально месяц назад. И также никто не отреагировал на крики малышки в комнате у двух мужчин. Они занесли дитя в комнату и ужасно надругались над ней. Местные рассказывают, что 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков, таковы имена мучителей Вероники, сняли комнату под видом отца и сына и вели себя довольно тихо, не шумели, не устраивали шабашей, аккуратно прибирались после себя на общей кухне, одной из нескольких комнат. Хотя некоторые подмечали, что их отношения не вполне похожи на родственные. Герасимов, который чаще представлялся от чего-то Романом, а не Денисом, например, забывшись, мог приобнять своего младшего товарища, вовсе не по-отцовски. Герасимов, к слову, иногда подвыпив, намекал, что это случайное стечение обстоятельств, а так он вообще-то служил в органах. Кстати, в соцсетях он и впрямь публиковал снимки в камуфляже, с выглядывающей из-под него тельняшкой, и собирается вернуться. И история эта очень-очень странная. Как сообщил наш источник, началась она еще в 2012-м, когда Вадим, имевший отставание в психическом развитии и окончивший коррекционную школу, поступил в строительный техникум. Герасимов в это время работал санитаром в Костромской психбольнице и был, кстати, в этот период женат. Свою порочную связь они тщательно скрывали, до поры, пока однажды, уже в 2015-м, не опубликовали в одном из специализированных пабликов свое интимное видео. Информацию подтверждают также инсайдеры РЕН-ТВ. Каким-то образом на гнусные съемки обратили внимание компетентные органы, и против Герасимова возбудили уголовное дело сразу по 3 статьям Уголовного кодекса. Мужеложество с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста. Статья 134 УК РФ, часть 2. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Статья 242.1 УК РФ. Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних, либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста в интернете. Статья 242 УК РФ, часть 3, пункт Б. В начале 2017 года Свердловский районный суд Костромы приговорил Дениса Герасимова к 4,5 годам лишения свободы. Причем уголовное дело судья Виктор Бебешко рассмотрел очень быстро. 9 января материалы поступили в суд. 11 января было назначено судебное заседание. 16 января вынесен приговор. На зону ФКУ ИК номер 2 на востоке Костромской области
Педофил-развратник уехал в марте того же 2017-го, а на свободу вышел в марте 2021-го, отсидев, получается, от звонка до звонка, с учетом пребывания в СИЗО. За год до этого администрация колонии обратилась с исковым заявлением в суд, в котором просила установить в отношении Герасимова административный надзор на срок погашения судимости в виде явки на регистрацию 2 раза в месяц в органы внутренних дел по месту жительства, запрещение выезда за пределы города Костромы, запрещение пребывания в местах расположения детских, дошкольных и образовательных учреждений, запрещение пребывания в местах массового нахождения детей и подростков, то есть в соответствии со статьей 86 УК РФ на 8 лет с момента отбытия наказания. Сам осужденный пытался отбить ограничения в виде запрета на выезд из Костромы, мотивируя это тем, что его работа будет носить разъездной характер. Однако судья Злобина, рассматривавшая обращение колонии, возражения не приняла. В деле, кстати, имелась вот такая любопытная характеристика зоны. Герасимов ДС в период отбытия наказания характеризуется отрицательно. Отбывает наказание в обычных условиях. С 24 марта 2017 года состоит на профилактическом учете, как лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Вадим Беляков, тот, кого он совратил, между тем, пока извращенец сидел в колонии, тоже едва не залетел на нары. Стащил у кого-то банковскую карту и снял с нее деньги. Был задержан, но его пощадили, дав ему условный срок в апреле 2021. К тому времени развратник и жертва снова встретились. Герасимов уехал с улицы Индустриальной, где он жил по месту регистрации, а Беляков от родителей, проживающих в пятиэтажке в юбилейном микрорайоне. Нельзя сказать, что извращенца прохлопала полиция. Нет, он отмечался, сообщал о смене места жительства, а участковые оперативники угрозыска навещали его с проверками. По нашим данным, даже в общаге успели побывать. До трагических событий, естественно. Однако, видимо, в какой-то момент или у самого Герасимова, или у его молодого сожителя поехала крыша. Словом, как-то возникла идея сделать папе подарок на его юбилей. 6 января Герасимов отмечает 45-летие. Есть данные, что извращенцы изначально собирались похитить мальчика, по профилю, так сказать. Но недельные поиски жертвы в округе, микрорайон этот в народе называется Черноречкой, по названию речушки, притока Волги, к успеху не привели. И тогда появилась спонтанная, так они теперь утверждают во всяком случае, мысль украсть первого попавшегося ребенка, чтобы просто развлечься. Дальше получилось то, что получилось. Кошмар. Поймать их, если что, помогли как раз волонтеры. 2 местных парней, подключившихся наравне с десятками других костромичей к поискам пропавшей девочки. Встретили на улице Герасимова и Белякова, которые показались им подозрительными. Один из них как раз был в дубленке и в очках, что упоминалось в предварительной ориентировке на похитителей. Те попытались отпираться, мол, вышли курицу-гриль купить, но парни, остановившие их, были не лыком шиты. Прижали к стенке, стали задавать неприятные вопросы, сфотографировали. А тут мимо полицейский патруль проезжал, который и забрал обоих в отделение. Оттуда задержанных привезли в общежитие, а еще спустя полчаса молва о задержании и обнаружении тела девочки просочилась, и возле общаги быстро собрался народный сход. На допросе один из душегубов, 24-летний Вадим Беляков, раскрасневшись, отвечает на вопросы правоохранителей. За что задержаны? За убийство девочки. В глазах ни капли раскаяния, как и у второго извращенца, 45-летнего Дениса Герасимова. Он с наручниками на руках, в грязной засаленной одежде, отвечает на вопрос силовиков, слегка опуская лицо. Ему не стыдно, он просто жалеет, что задержан. Герасимов – педофил-рецидивист. Преступники рассказали, что решение о похищении ребенка пришло спонтанно. Якобы пара просто прогуливалась около Дома культуры. И глядя на скачущую у центра 5-летнюю девочку, Беляков решил сделать другу своеобразный живой подарок. По одной из рабочих версий, преступники готовились заранее и искали ребенка, мальчика, в течение нескольких месяцев.
Но подходящих вариантов не было, и они решили похитить по случаю, что у них и получилось с Вероникой. На теле ребенка потом насчитают с десяток ран. Над ней измывались в буквальном смысле. Причем факта физического сексуального изнасилования со стороны извращенцев, возможно, не было вовсе. Просто потому, что оба являются приверженцами однополых связей. Но на теле девочки было как минимум 7 явных ножевых ранений. Кроме того, уже в мертвую или еще живую девочку изверги запихивали ножи и бутылку водки. По данным источника, у мертвого ребенка были внутри разорваны все органы. Было все разорвано внутри. Снимали, как пихали уже мертвому ребенку туда. Там бутылка от водки и рукоятка ножа. В настоящее время в отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сопряженное с похищением. В статье об изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера до выводов экспертиз, таковых назначено более 20, пока нет. К месту гибели Вероники приходят костромичи и несут много игрушек. Люди воспринимают эту трагедию как свою, не стесняются плакать и показывать эмоции, сожалея о случившемся. Также рассказали о том, что удалось поговорить с родителями 24-летнего насильника-педофила Белякова. Сергей и Людмила Беляковы шокированы произошедшим и тем, что их сын оказался геем, педофилом, насильником и убийцей. Они в один голос попытались выговорить своего сына, заявив: «Наверное, друг виноват, подставил его, может», заявили они, имея в виду Герасимова, который им не нравился. В любом случае, верхняя планка наказания по статье 105, часть 2 – пожизненное лишение свободы. Однако, как отмечает бывший следователь Семен Ефимов, в ходе следствия может получиться вариант, когда один из нынешних подозреваемых сумеет обойтись малой кровью. Допустим, если Герасимов возьмет всю вину на себя, то Беляков станет соучастником, и тогда уже он будет претендовать на обычное лишение свободы и сможет выйти через какое-то время на волю. Но как бы то ни было, закон об ужесточении наказания для педофилов, который Госдума все-таки под ставшим просто невыносимым прессом общественного мнения может принять уже в нынешнем январе, все равно опоздает. Есть в уголовном законодательстве понятие обратной силы, статья 10 УК РФ, которым изменение наказания может трактоваться только в пользу осужденного, то есть в сторону смягчения, но не в направлении утяжеления. А что тогда? Где гарантии, что, оказавшись вне колонии, теперь уже он, по примеру своего наставника, не совершит нечто похожее, чудовищное и ужасное? Почему наше законодательство так лояльно к педофилам? Пишите ваше мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.